Всем привет! Вы на канале SuperKit. Попросили меня купить Wi-Fi репитер, и я решил не такой взять, какой уже был в обзоре, а немного другую модель. Тем не менее, главная цель его такая же. Он нужен для того, чтобы увеличить площадь покрытия имеющейся сети Wi-Fi, что вытекает из названия устройства. В комплекте к репитеру идут кабель витой пары и инструкция. Здесь все стандартно. Главное отличие от предыдущего, разумеется, кроме дизайна, это наличие в нем двух LAN входов для витой пары Ethernet. Это дает возможность использовать его как роутер, который не только по Wi-Fi раздает интернет, а и есть возможность подключить и одно устройство по проводу. Я бы даже сказал, что это не мелочь и приятно. Поддерживает Wi-Fi стандартов B, G и N до 300 Мбит в секунду. На самом устройстве находятся кнопки VPS и Reset. Два LAN порта для подключения коннектора от витой пары, причем один из этих портов работает в режиме и LAN, и WAN, что дает возможность подключить интернет через кабель на репитер и использовать его фактически как роутер, либо же использовать его именно как повторитель, но появляется возможность подключить два устройства по проводу. Также есть 5 индикаторов: питание, Wi-Fi, VPS и 2 индикатора, соответствующие проводному сетевому подключению. Давайте включать и настраивать. Я буду вести настройки по Wi-Fi. Включаю. Ждем загрузки устройства, которое ознаменуется появлением сети, которая будет называться Wireless N, и которая произойдет достаточно быстро, всего лишь за 10 секунд. Подключаюсь. Адрес для настройки повторителя через веб-интерфейс написан в инструкции. Это 192.168.1.254. Если вдруг вы установите свои адрес, пароль и другие настройки, а потом забудете какие или просто захотите все вернуть к заводским настройкам, то для этого есть кнопка Reset. IP-адрес устанавливается автоматически, поэтому для сетевых карт ничего менять не нужно. Вкратце покажу основные настройки и опции повторителя. Ну и теперь воспользуюсь устройством по назначению и подключусь к сети недавно перепрошитого роутера. В настройках выбираю репитер. Сканируются сети, выбираю нужную. И все, настройка репитера закончена. Все так же, как с предыдущей моделью, при использовании фильтров по MAC-адресу на основном роутере, к которому хочу подключиться, даже если я добавляю MAC-адрес репитера в список разрешенных, и он при сканировании сетей даже коннектится к нужной сети, интернета в таком случае также нет. Поэтому придется отключить доступ к роутеру по MAC-адресам. Возможно, есть способ обойти, но у меня не получилось. Если фильтр по MAC-адресу отключен, интернет есть. Ну и теперь логично промчаться по тестам.
Естественно, имея на руках два репитера разных моделей, я не мог не сравнить их по дальности действия сети Wi-Fi и по скорости работы. Сравнивать буду, спускаясь по этажам вниз с помощью приложения, которое покажет уровень сигнала беспроводной сети в конкретном месте. По уровню сигнала данная модель чуточку сильнее. По скорости все же данный повторитель проиграл явно. Ссылку на Wi-Fi репитер оставлю в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!